Отлично. Кто-то еще? Прекрасно, хорошо. Следующий вопрос. Картинку видят все? Тоже пишите плюсики. Жду от вас. Если есть какие-то проблемы со звуком или с видео, также напишите в чат, что не работает. Ждем. Плюсиков нет. Так, есть. Все видят, все слышат. Хорошо, пока что я немножко расскажу, собственно, что будет у нас происходить. Значит, игра у нас будет проходить по 5 турам. Пока что я не буду рассказывать, какие туры, скажу только о том, что вопросы будут совершенно из разных областей, и ответы будут вот в такой форме. Я буду присылать вам ссылку. Ссылки на каждый тур разные. Например, если мы начинаем первый тур, я пишу вам ссылку на Google форме. В дополнительной вкладке вы открываете эти Google формы, и там заполняете ответы. Все вопросы будут транслироваться здесь, в чате, и в Google формах вы будете вбивать только ответы. Первый тур – это, собственно, разминка. Здесь у нас 8 вопросов. Они очень простые. На каждый вопрос у нас 4 варианта ответа. На ответ дается 10 секунд. Давайте сейчас мы получим ссылку. Сейчас, одну минуту. Открывайте ссылку в дополнительной вкладке и напишите все, что ссылка открывается. Ссылка открылась, то есть вы видите варианты ответов, правильно? И сами вопросы. Замечательно. Хорошо. Ну что, приступим? Итак, первый тур разминка. Простые вопросы, как я говорила, 4 варианта ответа. На каждый вопрос вам дается 10 секунд. Как вы видите в Google формах, самого вопроса нет. То есть здесь вы слушаете вопрос или смотрите картинку на экране, на которой будет показываться вопрос. 10 секунд у вас на раздумье. Переключайтесь во вкладку с Google формами с ответами, внимательно смотрите, на какой вопрос вы отвечаете, и выбираете вариант ответа. Дальше вы возвращаетесь сюда по истечении 10 секунд, и я автоматически буду зачитывать вам следующий вопрос. Первая просьба, с чего мы начнем, это в Google формах на первый вопрос напишите свое имя и фамилию. Это для того, чтобы мы могли подсчитать баллы. Как только напишите имя и фамилию, мы начнем. Напишите плюсик, кто написал. Тут есть вопрос, а всем в Google формах? Да, все ответы только через Google формы. То есть, чтобы участвовать в игре, нужно их будет заполнять. И, соответственно, по ним мы будем подсчитывать ваши баллы. Так, Тимофей у нас написал имя, фамилию. Все имя, фамилию заполнили? Жду от вас плюсиков. Если какие-то проблемы и не открываются Google формы, тоже напишите в чат, вопросы решим. Угу. Так, вижу 2 плюса. Давайте для участия, чтобы мы начали игру, отпишитесь все, кто заполнил Google форму, мы вас подождем. Так, что-то у нас не все отписываются, только 2 человека. Тимофей, я тебя вижу. Остальные? Так, отлично. Третий человек. Еще? Артем, замечательно. Дальше остался Никита.
Александр уже второй раз спрашивает, а всем в Google формах? Да, всем в Google формах. Это для того, чтобы мы могли подсчитать баллы. Если желаете, кстати, да, у нас, собственно, победители получают приз. Это Powerbank. Так, все. Ну что, готовы? Поехали. Первый вопрос. Сколько метров в дециметре? Вариант А– 10, вариант Б– 0,5, то есть половина, вариант В– 0,1 и вариант Г– 100. Поехали, 10 секунд. Еще раз, сколько метров в дециметре? 10, 0,5, 0,1 и 100. 10 секунд прошли. Следующий вопрос. Какая из этих мер меньше? Вариант А– метр, вариант Б– километр, вариант В– архиметр и вариант Г– йоктометр. Поехали. Еще раз, какая из этих мер меньше? Метр, километр, архиметр и йоктометр. Следующий вопрос. Третий вопрос. Какой газ самый легкий? Водород, углерод, гелий, азот. Еще раз. Какой газ самый легкий? Водород, вариант А, вариант Б, углерод, вариант В, гелий, вариант Г, азот. Итак, 10 секунд прошли. Следующий вопрос. Сколько костей в человеческом теле? Вариант А– 151, вариант Б– 103, вариант В– 206, вариант Г– 370. Поехали, 30 секунд. 10 секунд, прошу прощения. Еще раз. Сколько костей в человеческом теле? 151, 103, 206 или 370? 10 секунд прошли. Следующий вопрос. За какой период времени Земля делает оборот вокруг Солнца? 1 час, вариант А, вариант Б– 1 сутки, вариант В– 1 месяц, вариант Г– 1 год. 10 секунд пошли. За какой период времени Земля делает оборот вокруг Солнца? 1 час, 1 сутки, 1 месяц, 1 год. 10 секунд прошли. Шестой вопрос. В какой стране появилась традиция впервые на Новый год украшать елку? Вариант А– Россия, вариант Б– Норвегия, вариант В– Германия, вариант Г– Италия. 10 секунд пошли. Повторяю вопрос. В какой стране появилась традиция украшать елку? Россия, Норвегия, Германия и Италия. 10 секунд прошли. Следующий вопрос. Седьмой, предпоследний. Сколько лет пролежал на печи богатырь из русских былин Илья Муромец? Вариант А– 10 лет, вариант Б– 3 года, вариант В– 13 лет и вариант Г– 33 года. 10 секунд пошли. Еще раз, сколько лет пролежал на печи богатырь из русских былин Илья Муромец? 10 лет, 3 года, 13 лет и 33 года. Время на ответ закончилось. И последний вопрос в этом туре, 8-й. Сколько раз забрасывал в море невод старик в сказке Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке? Вариант А– 3, вариант Б– 2, вариант В– 4 и вариант Г– 1. Поехали, 10 секунд. Еще раз, сколько раз забрасывал в море невод старик в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке? 3, 2, 4, 1. Итак, 10 секунд у нас прошли. Мы закончили. Значит, в Google формах сейчас внизу нажимаем кнопку «Сохранить и отправить», чтобы мы могли подсчитать баллы. Напишите, кто уже отправил, также ставим плюсик, чтобы мы посмотрели, проверили, все ли отправляется, все ли мы можем принять. Так, Тимофей, получили мы. Еще. Следующий. Так, 3 ответа есть. И 4. Артем у нас отключился. Все. Так, замечательно. Все отправили. Все прекрасно. Мы видим ваши ответы. Ответы подсчитываем. Ну и, собственно, давайте мы пока ответы проверяются, мы разберем вопросы первого тура. Давайте так.
Мы быстренько, собственно, пройдемся вопросы, быстренько расскажу правильные ответы. Если по ходу какие-то вопросы будут возникать, задавайте. Первый вопрос: сколько метров в дециметре? Правильный ответ, конечно же, 0,1, потому что 1 дециметр – это 10 сантиметров, в метре у нас 100 сантиметров, получаем ответ 1/10. Какая из этих мер меньше? Метр, километр, архиметр, йоктометр? Тут вопрос с подвохом. Архиметр – нету такой меры длины, а вот йоктометр есть. Это мера самая-самая маленькая. Это есть шкала Планка, которая используется в метрической системе, собственно, и йоктометр наименьшая из них. Третий вопрос. Какой газ самый легкий? Конечно же, водород. Сколько костей в человеческом теле? 206. За какой период времени Земля делает оборот вокруг Солнца? Конечно же, за 1 год. В какой стране впервые начали украшать елку? Это Германия. Посмотрим. Интересно, как вы ответили на этот вопрос. Позже разберем. Сколько лет пролежал на печи богатырь из русских былин Илья Муромец? Конечно же, 30 лет и 3 года. Итого 33. И сколько раз забрасывал в море невод старик в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке? 3 раза. Посмотрим дальше на ваши ответы. Надеемся, что там все у вас хорошо. Готовы у нас ответы? Почти у нас готовы ответы. Почти у нас готовы ответы. Тогда ближе к концу игры уже мы на все туры вам полностью скажем ваши баллы. А пока что мы перейдем с вами ко второму туру. Второй тур у нас называется «Что там?». Собственно, в этом туре у нас есть 6 вопросов с картинками. Все они направлено на то, чтобы вы угадывали, что на картинке. Либо там что-то спрятано, либо вопрос по истории чего-то или тому подобное. Также на ответ вам дается 10 секунд. Сейчас я отправлю вам ссылку на вторую Google форму, на второй тур. Сейчас, одну секунду. Так, отправляю вам ссылку на второй тур. Посмотрите, что открылось все. И напишите также плюсик. Там вверху должно быть написано «Второй тур. Что там?». Ждем плюс. Тимофей хвастается. 8 из 8. Прекрасный результат. Молодец. Так, жду от вас плюсиков, что открыли вторую Google форму. Так, плюс, плюс. И еще 2. Так. У Александра что-то, видимо, неправильно, да? Что у тебя там, Александра? Саша, ждем только тебя. Напиши, что не так. Открылась ссылка? Все, прекрасно, все открылось. Итак, правила такие же, только тут немножечко поменьше вариантов ответа. Варианта ответа только 3. Итак, если все готовы, то мы начинаем. На ответ вам также дается 10 секунд. Итак, поехали. Первый вопрос. Что написано на табличке в руках у девушки перед Калужским драматическим театром? Варианты ответов: А. Возьмите в труппу. Вариантов Б. Нет лишнего билетика. И вариант В. Помогите уехать домой. 10 секунд. Еще раз повторяю вопрос. Что написано на табличке в руках у девушки перед Калужским драматическим театром? Возьмите в труппу. Нет лишнего билетика. Помогите уехать домой. 10 секунд прошли. Второй вопрос. Кто нарисовал логотип знаменитой конфеты Чупа-Чупс? Вариант А – Энди Уорхол, вариант Б – Сальвадор Дали и вариант В – Пабло Пикассо. Поехали, 10 секунд. Еще раз повторяю вопрос. Кто нарисовал логотип знаменитой конфеты Чупа-Чупс? Энди Уорхол, Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. 10 секунд закончились. Третий вопрос. Сколько мишек на картине Шишкина «Утро в сосновом бору»? Вариант А – 4, вариант Б – 3 и вариант В – 5. Поехали, 10 секунд. Повторяю вопрос. Сколько мишек на картине Шишкина «Утро в сосновом бору»? 4, 3, 5.
10 секунд прошли. Следующий, четвертый вопрос. Персонаж какого фэнтези на фото спрятан? Вариант А. Эдмунд Певенси из кинофильма «Хроники Нарнии». Вариант Б. Бастиан Букс из кинофильма «Бесконечная история». И вариант В. Гарри Поттер из одноименного фильма. Поехали, 10 секунд. Персонаж какого фэнтези на фото? Эдмунд Певенси, «Хроники Нарнии», Бастиан Букс, «Бесконечная история» или Гарри Поттер? 10 секунд прошли. Следующий вопрос, пятый, предпоследний. Что спрятано на этом кадре? Вариант А – сладкая вата из паутины и мух. Вариант Б – воздушный шарик из змеи. И вариант В – воздушный шарик из жабы. Поехали, 10 секунд. Что спрятано в кадре? Сладкая вата из паутины и мух. Вариант Б – воздушный шарик из змеи или воздушный шарик из жабы. 10 секунд прошли. Вариант шестой, последний. Чего не досталось знаменитой девочке никакого праздника? Вариант А – ленточки, вариант Б – шариков и вариант В – конфет. 10 секунд, поехали. Чего не досталось знаменитой девочке никакого праздника? Ленточки, шариков, конфет. Ну что ж, 10 секунд прошли. Нажимаем кнопку «Отправить». Так, ждем ваших ответов. Кто отправляет форму, нажимаем плюсик в чат. Все, да? 4. Александра нет. Александр, ждем. Слишком быстро говорю, говорит Александр, но если я буду медленно говорить, у вас будет слишком много времени на раздумья, а правила игры этого не подразумевают. Ну что, мы получили ответы ваши на весь тур. Я предлагаю вам разобрать сейчас правильные варианты ответов. Итак, первый вопрос. Что же написано на табличке, которую держит девушка у Калужского драматического театра? Правильный вариант ответа – это «нет лишнего билетика». Наверное, кто-то... Ну, посмотрим, как кто ответил. Ну, может быть, кто-то думал по-другому. Кто нарисовал логотип знаменитой конфеты Чупа-Чупс? Энди Уорхол, Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. Мне тоже очень интересно посмотреть, как вы ответили на данный вопрос. И правильный ответ Сальвадор Дали. Кстати, интересный факт вам такой расскажу. Я не знаю, насколько это правда. Слышала тоже от других людей. Сальвадор Дали был другом основателя, собственно, компании Чупа-Чупс. И когда его пригласили разработать логотип, помимо своего обычного гонорара, он еще мог получать большое количество этих чупа-чупсов. И самым любимым его развлечением было прийти на какую-нибудь детскую площадку, где играют дети, сесть на край песочницы, облизать чупа-чупс и бросить его в песок. Вот такой вот был недобрый дядя. Так, хорошо. Следующий вопрос. Сколько мишек на картине Шишкина «Утро в сосновом бору»? Конечно же, 4. Герой какого фильма на фото? Это был Гарри Поттер. Конечно, надеюсь, что вы все угадали. Что спрятано в кадре там, где были Шрек и Фиона? Если вы обратили внимание на картинку, справа мы видели змею, которую еще не успели герои надуть, и в руках у них был шарик из жабы. Так, и последний вопрос, чего не досталось знаменитой девочке никакого праздника, это шариков. Ее сначала закрыли в кабинете, потом шарик не дали, а потом еще и над ней посмеялись. Хорошо. Ну что, мы варианты ответа, в принципе, посчитали. В конце игры вы получите табличку, там посмотрим, у кого сколько. Есть пока что у нас лидер. Можем уже кого-то сказать или примерно одинаково? Так, Карташов Тимофей 12 и Алексей Зорин 12, Никита 9 и Саша 10. Так, Саша не смотрел у нас Гарри Поттера. Саша, я тебе очень рекомендую посмотреть фильм, а еще лучше прочитать книгу. Она намного лучше. Так, ну что ж, со вторым туром мы закончили. Переходим мы к третьему туру. Сейчас я откину также вам ссылку. Обратите внимание, в третьем туре нужно будет отдавать развернутый ответ. Сейчас, 1 минуту, я откину вам
ссылку и объясню, что будет происходить. Так, открывайте ссылку, убедитесь, что там написано третий тур. Напишите также плюсики все, кто ссылку открыл. Третий тур у нас называется «Вопрос без ответа». Жду ваших плюсиков, посмотрите. Так, плюс, плюс. Так, Тимофей и Александр, ждем вас. Так, Тимофей плюс и Александр плюс. Не волнуйся, Александр, не будет у тебя нуля. Некоторые вопросы там действительно сложные, но есть простые. Значит, смотрите, третий тур у нас называется «Вопросы без ответа». Собственно, здесь 5 вопросов. Вопросы не очень сложные, но и не легкие. Здесь придется немножечко подумать. На каждый вопрос у вас будет по 20 секунд, но за правильный ответ вы получаете целых 2 балла. Значит, давайте перейдем непосредственно к вопросам, так как уже все открыли. Сейчас запустим таймер. Так, готовы? Ну что ж, поехали. Первый вопрос. Как в старину называлась бухта или залив? 20 секунд. Повторяю вопрос. Как в старину называлась бухта или залив? Даю маленькую подсказку. Здесь ответ будет только из одного слова. Если это слово знаете, пишите. Итак, 20 секунд закончились. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос. Водолаз, находясь под водой, потерял ориентацию в пространстве. То есть он не может понять, где вверх, где низ, где лево, право и так далее. Как ему понять, в какую сторону нужно плыть, чтобы выплыть на поверхность? Поехали. 20 секунд. Повторяю вопрос. Водолаз, находясь под водой, потерял ориентацию в пространстве. Как ему понять, в какую сторону плыть, чтобы выплыть на поверхность? Пишите максимально кратко. Итак, 20 секунд прошли. Третий вопрос. Что значит, если в лесу по пути вам все чаще и чаще встречается подорожник? Поехали, 20 секунд. Повторяю вопрос. Что значит, если в лесу по пути все чаще и чаще встречается подорожник? 20 секунд прошли, переходим к четвертому вопросу. Четвертый вопрос такой. Почему Колумб назвал коренных жителей Америки индейцами? Поехали, 20 секунд. Подумайте хорошо, вопрос на самом деле очень простой. Почему Колумб назвал коренных жителей Америки индейцами? 20 секунд прошли, переходим к пятому вопросу и последнему в данном туре. Что делали индейцы в знак примирения? Сразу вам дам подсказку. Это связано с оружием, так как есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый вариант ответа, который мы предполагаем, он связан с оружием. То есть что делали индейцы с оружием в знак примирения? Поехали, 20 секунд у вас есть. Думайте хорошо. Что делали индейцы с оружием в знак примирения?
20 секунд у нас прошли. Нажимаем кнопку «Сохранить и отправить». Ждем ваших ответов. Также, кто отправляет, пишите плюсики в чат. Так, кто у нас есть? Так, 3 человека отправили. Все отправили. Замечательно, хорошо. Ну что ж, давайте пока что мы разберем с вами эти ответы. Вопросы, наверное, были сложные. Не знаю, может быть, кому-то было легко, поделитесь своим опытом. Да, уже плюсики не актуальны, мы все ваши вопросы, все ваши ответы получили. Значит, первый вопрос. Как в старину называлась бухта или залив? Наверняка вы слышали лукоморье. Лукоморье так называется, слышали в стихах у Пушкина, у лукоморья дуб зеленый и так далее. Так вот, лукоморье – это бухта или залив. Второй вопрос. Водолаз, находясь под водой, потерял ориентацию в пространстве. Как ему понять, в какую сторону плыть, чтобы выплыть на поверхность? Здесь все очень просто. Варианты ответов иногда бывают, что по свету вверху светло, но ничего подобного. Если это ночью, он этого не увидит. А правильный ответ такой. По пузырькам воздуха. Пузырьки воздуха под водой всегда идут вверх. Третий вопрос. Что значит, если в лесу по пути все чаще встречается подорожник? Здесь ответ кроется в самом названии этого растения. Подорожник растет рядом с дорогами и тропами. То есть если вам в лесу все чаще и чаще встречается подорожник, это значит, что рядом есть тропа. Дальше. Почему Колумб назвал коренных жителей Америки индейцами? Здесь тоже все очень просто. Я вам сказала, что подсказка в самом есть вопросе. Когда Колумб совершал свое путешествие, изначально он плыл в Индию. И, соответственно, людей, которых он встретил там, он назвал индейцами или индийцами. Но вариант мы уже все известны индейцы. Так, хорошо. И пятый вопрос, последний. Что делали индейцы в знак примирения? На этот вопрос есть два варианта ответа. Вопрос был задан конкретно про оружие. Есть такое выражение «зарыть топор войны». Так вот, это выражение, собственно, пошло именно оттуда. Индейцы, когда прекращали войну, они именно зарывали топор. Есть второй вариант, они раскуривали трубку мира. Это тоже, в общем-то, сейчас даже крылатое выражение, его можно было тоже написать. В принципе, если попадается такой ответ, раскуривали трубку мира, давайте мы его зачтем. За каждый правильный ответ в этом туре, напоминаю, получают они по 2 балла. Вот, значит, ну что, переходим к 4-му туру. 4-й тур у нас называется «Сейчас спою». Не бойтесь, петь здесь не нужно будет. Значит, 4-й тур, сейчас я вам отправлю ссылку. Сейчас, 1 минуту. Отправляю ссылку, также открываете ссылку и пишите плюсик, что у вас все открылось. Пока жду я ваших плюсиков, пока вы открываете, расскажу, что будет в этом туре. Здесь у нас всего 5 вопросов, вопросы очень несложные. Собственно, здесь у нас на каждой картинке будет еще несколько картинок, за которыми спрятана песня. То есть один слайд, одна песня. На форме, опять также не забывайте фамилию, имя, в форме, в вариантах ответов вы пишете только название песни. Например, если песня называется «Ёжики», которую поет там Иван Васильев, мы в ответе пишем только слово «ёжики», то есть только название. Договорились? Хорошо, потому что ответы Google формы считают автоматически. Не пишите ничего лишнего, не пишите исполнителя, чтобы ответ был зачтен. Только название песни. Постарайтесь сохранять орфографию, иначе ответ не будет засчитан. Ну что, вы готовы? Поехали. Первый вопрос. Ничего говорить не буду. Так, тут на вариант ответа у нас дается также 20 секунд. Я просто включаю картинку и говорю вам, что 20 секунд пошли. Итак, первая картинка. 20 секунд пошли. За всеми этими 4 картинками скрывается только одна песня. В формы нужно написать только ее название. Одно слово.
Осталось 5 секунд. Итак, 20 секунд прошли. Второй вопрос. Поехали, 20 секунд. Только название песни одним словом. «20 секунд прошли. Третий вопрос. «20 секунд». «20 секунд прошли. Четвертый вопрос. Итак, 20 секунд прошли. И последний, пятый вопрос. Все на самом деле очень просто. Все эти песни вы знаете прям 100%. Ну что, 20 секунд прошли. Все, нажимаем «Сохранить» и «Отправить». Если форма не отправляется, то в полях, которые вы не заполнили, хотя бы примерные варианты, которые вы думаете, что это вот есть песня, собственно, хоть что-то напишите, если форма не отправляется без ответа. Ну или совсем не знаете, напишите «не знаю», если он не пропускает и говорит, что обязательно заполните. Что за листья? А вот, Александр, расскажи мне ты, что за листья? Так, Тимофей отправил, получили. Никита получили. Александр. Остался Алексей, да? Алексей, как у тебя дела? Отправляем, все получили. Так, ну что ж, давайте разбирать. Посмотрим потом, что вы там у нас написали. Что же это были за песни? Сейчас я попробую их включить. Надеюсь, что у меня это получится. Итак, первая песня. Там на картинке была пчела, пчеловод, мед и сердечки. Ну, конечно же, это пчеловед. Да. Так, вторая песня у нас отключилась все и сразу вместе с музыкой, ничего страшного, позже включим. Вторая песня, там были два слова «ты» и «я», а посерединке была молния, соответственно, это молния Димы Билана. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Да. Так, третья картинка. Там был дождь и человек в спортивной обуви. И, конечно же, это мокрые кроссы Тимы Белорусских. Капает с неба, иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе. Да, надеюсь, что вы написали правильно кроссы, хотя допускалось там несколько вариантов написания. Четвертое. Вот это было, наверное, сложно. Там был человек, смеющийся, у которого был зарисован крестом красным рот. Дальше была встреча Путина с Трампом. Третья была... Так, Никита написал у нас «мокрые кроссы» без буквы «Е». Наверное, Google не заметил, тогда мы плюсик ему поставим. Да, все. Мы поставим, не переживай, Никита. Мы зачли ответ. Так, и дальше там была маршрутка, ну и, соответственно, номер один. Песня простая, это, конечно же, маршрутка. Да. И последняя
последний вопрос, который у Александра очень вызвал большие вопросы и трудности. Там были нарисованы 4 одинаковых картинки. Так вот, на картинках было нарисовано, по сути, одно и то же. И точно никто не догадался. Одно и то же называется песня. Нам же нравится одно и то же. Напишите, знали вы эту песню или не знали вы эту песню. Мне интересно. Вопрос был с подвохом. Никита думал, что это Буйнов «Листья». Как это называется? Это называется, это та же исполнительница, что и маршрутки, Айова. Называется песня «Одно и то же». Собственно, поэтому на картинках были нарисованы одни и те же фотографии. Так, ну что, мы с вами закончили 4-й тур, с чем я вас поздравляю. Баллы у нас подсчитываются. И мы с вами переходим к 5-му туру. Сейчас я вам скину ссылку, и также я вам объясню, что нужно делать. Здесь тоже все непросто, но это последний заключительный тур. Надеюсь, что вам понравится. Приготовьтесь к тому, что все нужно будет делать очень быстро. Александр знает, видимо, песню. Видимо, очень понравилось. Я надеюсь, что вам вопросы понравились. Так, открываем ссылку, пишем мне плюсики, что у вас все открылось. Это последний наш 5-й тур. Называется он «Блиц-опрос». Я думаю, надо перепроверить. Угу. Так, плюсик получили Никита, Тимофей, Алексей. Александр, как у тебя? Открылось ли? 5-й тур, Блиц-опрос. Должно быть написано так. Все верно? Я вам предлагаю сейчас сразу же фамилию, имя заполнить, потому что дальше нужно будет действовать очень-очень быстро. Александр, жду вот плюсик от тебя. Хорошо. 5-й тур называется «Блиц-опрос». В чем, собственно, суть? Здесь у нас есть 10 вопросов, которые я буду задавать друг за другом практически без остановки. Буду делать паузу 2-3 секунды только для того, чтобы вы успели на него ответить. Соответственно, сейчас никаких картинок у нас не будет. Вы открываете сразу Google форму, а меня только слушаете. Когда я начну, соответственно, у вас... Александр спрашивает, если я чипятать не умею. Ну, Александр, тут уже... твой выбор, побороться за пауэрбанк или не побороться. Значит, будут вопросы без остановки, вы опечатаете ответ, краткий. Правило простое, послушайте внимательно. Значит, ответ на вопрос всегда в именительном падеже и без предлогов в единственном числе. То есть, например, где находится Третьяковская галерея, мы не пишем в Москве, мы пишем только одно слово «Москва». Если там вопрос, из чего сделаны котлеты, и вы думаете, что из мяса, вы пишете не из мяса, а просто мясо. Хорошо? Договорились? Напишите плюсик, если все поняли. Чтобы не было вопросов, дело в том, что Google формы будут засчитывать те ответы, которые у него есть как правильные. Если вы напишете там какой-то свободный ответ, соответственно, ответ балл не будет засчитан. Вот поэтому. Жду от вас плюсики, что поняли. Единственное число – именительный падеж обязательно. Вопросов всего 10. Ну что, вы готовы? Так, ну, Тимофей понял. Что, наверное, двигаемся дальше. Открывайте Google форму, печатайте свое имя и фамилию и поехали. Первый вопрос. Императором какой страны был Наполеон? Второй вопрос. Цветок какого растения ищут в ночь на Ивана Купала? Третий вопрос. Самое соленое море. Четвертый вопрос. Какой аппарат помогает ученым исследовать морское дно? Пятый вопрос. Как называется очень высокое здание? Шестой вопрос. Самый высокий в мире водопад.
7 вопрос. В чем измеряется разрешение мониторов? 8 вопрос. Из чего делает стекло? 9 вопрос. Кто помогал рыцарям облачаться в тяжелые доспехи? В единственном числе обязательно ответ. И 10 вопрос, последний. Согласно пословице, до какой столицы может довести язык? У вас есть буквально 15 секунд на то, чтобы отправить форму. Отправляем, нажимаем кнопку «Сохранить», «Отправить». Возвращаемся сюда, ставим плюсик, что все отправили. Итак, ребята, время подходит к концу. Обязательно сейчас отправляйте все, что успели заполнить. Кто пришел? Пока никого. В чем у нас затык? Если не отправляется без ответов, поставьте знаки вопросов. Поторопитесь. Все равно вы уже не помните, какие вопросы задавали. Кто отправил? Так, Тимофей, Алексей, Никита и Александр, ждем тебя. Александр отправил? Нет, Александр, ждем тебя. Что там случилось? Отправил. Замечательно. Так, ну что ж, а сейчас мы удалимся для подсчета баллов. Пока что мы ждем, собственно, победителя. Пока все подсчитываем. Немножечко вам нужно подождать. Я временно от эфира отключусь. Никуда не уходите. Буквально 3, 4, 5 минут мы подсчитаем победителей. Он написал, значит, Тимофей. Что, Тимофей, случилось? Они видят правильные ответы, видимо. Мы же забыли с вами проговорить правильные ответы. Так, ну что ж, давайте, пока как раз мы подсчитываем баллы, мы с вами этим и займемся. Значит, поехали по порядку. Вопросы. Ну, первый вопрос. Императором какой страны был Наполеон? Это, конечно же, Франция, очевидно. Цветок какого растения ищут в ночь на Ивана Купала? Папоротник. Самое соленое море – это Красное море. Тимофей пишет, что в третьем раунде ответы не засчитались. В третьем раунде не засчитались ответы, потому что он не может просчитать длинные. Не переживай, мы все ответы проверяем вручную, все баллы будут засчитаны. Так, поехали дальше. 4 вопрос. Какой аппарат помогает ученым исследовать морское дно? Батискаф. Хотя тут есть вариант ответа эхолот, очень многие отвечают, но нет, эхолот – это именно прибор, который сам изучает, а при помощи батискафа ученые опускаются на морское дно. 5. Как называется очень высокое здание? Конечно же, небоскреб. Самый высокий водопад в мире – это Анхель, не Ниагарский. В чем измеряется разрешение мониторов? Это пиксель. Из чего делают стекло? Это песок. 9 вопрос. Кто помогал рыцарям облачаться в тяжелые доспехи? Это оруженосец или оруженосцы. Ну, правильный ответ, как договорились в единственном числе, оруженосец. И последний вопрос. Согласно пословице, до какой столицы может довести язык? Это Киев. Так, ну, надеюсь, что вы правильно ответили на вопросы. Вопросы были легкие. Я, в принципе, вижу там плюсики, которые помечаются у нас в табличке, и плюсиков на самом деле очень много. Вы большие молодцы. Я сейчас ненадолго отключусь для того, чтобы подсчитать итоговое количество ваших баллов. Вы же никуда не уходите, буквально 3-4 минуты. Подождите.
Так, итак, ну что ж, мы подсчитали с вами ваши ответы. Итак, нет. Так, значит, давайте начнем сначала. Вы все большие молодцы. На самом деле плюсов очень много. Где-то побольше, где-то поменьше. Там основное, например, я так понимаю, что Алексей Зорин у нас песен не знает, но да, либо там не отправилась форма, если какие-то еще у тебя сложности были, напиши об этом. Если можно еще раз открыть его форму, то просто удивительно, что там 0 баллов за 4-й тур. И посмотреть еще раз, правильно ли все. Но пока что у нас, собственно, расклад по победителям такой. Алексей Зорин у нас набрал 24 балла. Аплодисменты большие, молодец, Леша. Дальше Никита Сахаров заработал у нас 29 баллов. Большой молодец. И уважуха по нарастающей. Дальше Александр Павладзе, извини, если неправильно назвала твою фамилию, у нас заработал 30 баллов. Молодец, это было очень близко к победе. И победа достается у нас Карташову Тимофею, который набрал 32 балла. И Карташов Тимофей также забирает у нас Powerbank. Но не переживайте за участие, также ваши педагоги пообещали вам какие-то призы. Саша, не расстраивайся. Ура! А где... ура! Так, а где, спрашивает, забрать приз? Теренинский переулок, дом 6. Собственно, здесь можно забрать свой пауэрбанк, Тимофей, и дальше ваши педагоги с вами свяжутся. Если какие-то призы за участие, да, то, собственно, они вам, да, информацию передадут. Меня просто сбило сообщение: Александра, помогите, что у тебя там происходит. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Ну что ж, я хотела бы еще от вас получить некую обратную связь. Понравилось, не понравилось, какие туры были очень сложные и так далее, пока я здесь. Да, Александр, ты занял 2 место, но суперприз у нас на 1 место. Ну ты, да, ты молодец, 2 место. Что за 2 место, спрашивает Александр. Я думаю, что твои педагоги тебе какой-то приз выделят. Это уже мы с ними обговорим, и потом они с вами свяжутся, информацию передадут. Ну, Тимофею, конечно же, понравилось, особенно получить пауэрбанк ему очень понравилось, я так понимаю. Но ты на самом деле молодец, у тебя очень были хорошие ответы. Да, тур с песнями, пишет Тимофей, был сложный. Тут у тебя 2 минуса, на одно и то же не угадал, и не угадал мокрый кросс. Мокрый кросс не угадал, Тимофей, как же так? Твой тезка Тима Белорусских. Ну ладно, все равно вы большие молодцы. Ну что ж, я от вас отключаюсь. Если вдруг какую-то обратную связь еще можете дать и что-то написать, пока что чат не выключаем, будем благодарны за любые отзывы. Или, может быть, у вас родятся какие-то идеи, как эту игру улучшить. Александр не успокаивается. Хорошо, ну что ж, жду ваших отзывов, а с вами прощаюсь. Всего доброго, всем пока-пока.